Всем привет! Сегодня у меня для вас парочка интересных новостей касаемо оплаты World of Warcraft, а также обсудим результаты последнего опроса. Куда все же таки пойдут игроки после выхода официального классического дополнения «Гнев Короля Лича». Опрос был проведен около 3 дней назад, и в принципе нарисовалось примерное понимание того, чего стоит ожидать при запуске Лича от Blizzard. Все это мы сейчас обсудим, но сначала я хочу вас спросить. Знаете ли вы, что в World of Warcraft до сих пор доступна оплата игрового времени тайм-картами? Знаете? Но не знаете, где найти надежного продавца? Тогда вам на elfmoney.net. Буквально недавно у них появились в продаже тайм-карты на 60 дней. Только лицензионные ключи от самого надежного сервиса. Переходите по ссылке в описании и не забудьте воспользоваться моим промокодом Vanilla10. Итак, работа над бета-версией Гнева Короля Лича кипит. Разработчики время от времени подгружают предварительные сборки на загрузочные сервера. А дата-майнеры, конечно же, за всем этим следят с целью найти что-нибудь интересное. То, о чем Blizzard по случайности забыли упомянуть в официальных пресс-релизах. И знаете что? Им реально удалось найти кое-что интересное. А именно, в позавчерашней сборке обновления 3.4 обнаружился готовый к работе интерфейс для покупки жетона World of Warcraft. Внезапно. Если кто не в курсе, жетон — это способ легально купить золото у игроков. У игроков, которые могут приобрести этот самый жетон за реальные деньги и продать тем, кто готов заплатить за него золотом. Способ этот появился на официальных серверах давным-давно, еще в 2015, и по мнению Blizzard является отличным способом регулирования цен на золото. Он тем самым позволяет косвенно бороться с голдселлингом, предоставив игрокам возможность официально приобретать золото. Единственное, что с выходом классических серверов World of Warcraft, Близы решили, что на ванилу жетоны добавлять не стоит. Не знаю по какой причине, возможно опять же с целью воссоздать тот самый experience, где игроки должны были углубиться в увлекательнейший геймплей, а не заниматься фармом золота 24/7. А вот в китайской версии WoW Classic локализаторы решили, что это неплохой способ повлиять на рынок продажи золота, делая его менее выгодным, а также позволить отдельной категории игроков играть бесплатно. Ну, условно бесплатно. Можно подумать, что Blizzard позволяют играть на своих серверах на халяву, разрешив золото вместо реальных денег, но по факту никто ничего бесплатного не получает. Вся разница лишь в том, что один игрок все-таки платит реальные деньги из-за себя, из-за того, кто это сделать не в состоянии. Зато в состоянии потратить время на фарм золота для первого. Все в плюсе. У Близов полные сервера игроков, голдселлеры вынуждены как-то подстраиваться под текущие цены, и самое главное, те игроки, кто не способен платить реалом, платят голдой. В европейской и американской версии жетон не был добавлен и с выходом Burning Crusade. Но вот с выходом Лича, как мы слышали в недавнем интервью, разработчики решили отойти от всех канонов и в этот раз сделать все так, как по их мнению будет выгодно для всех. Ну, мы с вами уже понимаем, что того самого экспириенса уже не достичь. Вернуть те ощущения игры 15-летней давности не получится, поскольку аудитория выросла, поумнела и стала более прагматичной. Теперь игровое время, ценные предметы, услуги имеют и эквивалент реальной стоимости. Неважно, как вы относитесь к РМТ, по факту современный World of Warcraft — это уже огромный рынок всего на свете, и не замечать этого просто невозможно. Так почему бы не взять этот аспект под контроль? Потому как, бороться с этим явлением бесполезно. Пока Blizzard не делали каких-то официальных заявлений, но думаю, что в скором времени мы что-то по этой теме услышим. Для российского региона это опять же хоть какой-то, но плюс. Мы с вами до последних минут можем надеяться, что Близы что-то попытаются сделать с возможностью оплаты WoW Classic для русских. Лично я бы на это надеяться не стал. Многие детали указывают на то, что Blizzard ничего менять не планирует. С другой стороны, я не думаю, что им хочется вот так просто так терять аудиторию российского региона и не попытаться хоть как-то сохранить пока еще действующих фанатов. Тем более это же Лич Кинг, дополнение, которое для российского региона было одним из топовых. Даже с заблокированной возможностью оплаты напрямую, русские вполне могут создавать активность вокруг нового ванильного Лича. Влиять на статистику подписок, расширять инфополе, поднимать просмотры WoW на Твиче. Как бы там ни было, лучше уж с русскими, чем без них. Blizzard это отлично понимают, иначе бы не стали экстренно вводить обновления жетонами после того, как оплата напрямую стала невозможна. Мы помним, да, почти сразу как отвалились платежи Battle.net, выкатилась возможность оплачивать жетон прямо из почтового ящика.
То есть все, что нужно, это попросить условного друга, в кавычках, да, прислать вам нужное количество золота, и все, вы в игре. Покупка жетона доступна и при неактивном аккаунте. Совпадение? Ну, может быть и совпадение, но очень удачное совпадение. В общем, ждем официальных новостей, которые, я уверен, скоро будут. А теперь перейдем к недавней объяве о решении Blizzard, кроме текущих серверов, открыть и новые, так называемые фреш-сервера. Скажу сразу, я считаю, что решение вполне грамотное, поскольку мне кажется, что фанатов именно Лича было куда больше, чем фанатов Burning Crusade. Ну, не все сидели на БК в режиме ожидания Лича, некоторые дропнули классику сразу после завершения финальной фазы. Однако ж, желающих залететь в гнев короля Лича при его старте, судя по опросам, проводимых Blizzard, много. И думаю, что они с ужасом думают, как решить вопрос с перенаселенными серверами, которые после старта нового дополнения просто утонут в очередях. Мы с вами уже усвоили, что сколько бы серверов Близы не открывали, все равно игроки повалят на самые крупные. Будут давиться в очередях, терпеть дичайший спам, но это лишь самое малое зло относительно страха оказаться на пустом мертвом реалме без возможности трансфернуться на более крупные. Мало того, что на этих серверах скопилось огромное количество золота, ну так еще и баланс фракций на БКшных серверах имеет жесткий перевес в сторону Орды. Мы с вами слышали, что функция смена фракций будет в Личе недоступна. Да, она была когда-то в оригинале, сменить фракцию можно было именно с выходом Гнева Короля Лича, но в данном случае Blizzard решили эту функцию не добавлять. Поскольку просто уже устали бороться с проблемами, когда одна фракция по какой-то причине доминирует над другой. Игрок не будет выбирать слабую фракцию в ущерб своей игре. Ему гораздо выгоднее пойти на более сильную сторону, чтобы не иметь проблем ни с поиском гильдии, ни с поиском команд на арену, не иметь проблем в открытом мире. Кроме того, в Личе мы с вами ожидаем озеро ледяных оков, которое, как известно, не резиновое. В итоге мы можем получить кучу недовольных ордынчиков, регулярно не попадающих на него, которым не объяснишь, что это вы сами выбрали такую фракцию, а не Близы не смогли Орде скрафтить достаточное количество альянса для комфортной игры. Глядя на пиратские сервера 3.3.5, я прихожу к выводу, что такой ситуации, как в Burning Crusade, там практически не случается. Ну то есть да, даже на пиратских серверах Burning Crusade почти всегда есть перевес в пользу Орды. Админы что только не делают, чтобы на это повлиять, но не особо успешно. Никакие бусты к опыту, дополнительные награды, сундучки и золото не заставят игроков выбрать более слабую фракцию. Зато на серверах 3.3.5 почти всегда все более-менее ровно. Баланс Орды и Альянса практически идеален. И скорее всего на официальных серверах Лича будет абсолютно так же. Да, есть, конечно, какие-то PvP-шные плюшки для Альянса, но в целом эти плюшки не настолько влияют на игру, чтобы игрок Орды бросил свою любимую фракцию ради PvP-шной треньки хуманов. Я долго над этим думал, смотрел на опрос, видел, что большинство игроков выбрали старые сервера вместо фрешей, и пришел к выводу, что, играя за Альянс, идти на дисбалансный Пламегор мне что-то не хочется. Да, я согласен, что Пламегор в итоге окажется более живучим сервером относительно фрешей. И скорее всего после спада активности народ побежит на него трансфериться. Но стартануть Лича мне хочется все-таки в более равных условиях. Поэтому я все же выберу фреш. Несмотря на то, что за него проголосовало только 20%. Ну, уже потом, если ситуация поменяется, переберусь на Пламегор. Вот. Опять же, несмотря на прогнозы различных теоретиков о том, что классический Рувов загнется, на Европу или Америку я также не хочу идти. Да, там народу будет определенно больше. Да, я рассматриваю ситуацию, что Blizzard могут не открыть туда трансфер никогда. Даже если на ру-серверах останется 2 человека. Как это случилось с Кровавым Зовом на сезоне мастерства. Но тем не менее, я помню, что World of Warcraft все же игра социальная, и мне хочется общаться со своими соотечественниками на родном языке, не ограничивать себя рамками русскоязычной гильдии на чужом сервере. В общем, 2 варианта. Открывается русский фреш, иду туда. Не открывается, иду на Пламегор. Вот так. Спасибо, что поддержали видео лайком и комментарием. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе актуальных новостей World of Warcraft. И скоро увидимся.